Счастье, счастье, счастье летит. Рыбкам. Ну а рыбка в доме, счастье в доме. Рыбка лежит на диванчике, укрылась пледиком. Счастье лежит в доме, укрылась пледиком. Да, рыбки, привет. Вот такое счастье летит к вам. Апрель месяц. Апрель месяц. Да, апрель месяц. 3 события очень важных, которые у нас происходят в апреле месяце. Это начинается астрологический год, потому что Солнце находится в знаке зодиака Овен. Начинается астрологический год. Второе событие. 2 гиганта, такие как Плутон и Сатурн, сделали транзит. Сатурн пришел к вам. А что Сатурн здесь делает? Ну что у рыбок делает Сатурн? Это не мудрец, это учитель, опыт, заставить. Давай сделай расписание, а ну-ка давай собери себя в кучу, напиши себе план, какие-то ограничения тебе сделаю. Ну да, рыбка послушает. Иногда и очень хорошо будет помогать Сатурн. А иногда рыбка послушает и поплыла. А вот как-то все решится. Но тем не менее, Сатурну здесь, ну так скажем, ну не сильно строгий он. Не сильно строгий он. Потому что с рыбками всегда можно договориться. И Сатурн тоже с вами договорится. И следующее событие, это 20 апреля. Это будет новолуние в знаке зодиака Овен. Солнечное затмение. И открывается коридор затмений, который мы с вами будем проходить. Вот таких 3 важных события. Ну а для вас еще и 4-е событие. Приятная неожиданность. Приятную ждите в апреле месяце неожиданность, которую вам сделает Марс с Ураном. Ну, а теперь все с вами поподробнее, с самого начала. Ну, а вижу Розану, конечно же, ставлю красивый, счастливый лайк. Просто вам напоминаю. Иногда, знаете, заслушался и забыл. Поэтому напоминаю вам. Спасибо большое. Итак, солнышко. Смотрим солнышко. А рыбки это радостное солнышко. Смотрим. Солнышко находится в знаке зодиака Овен до 20 числа. Ну и вообще события такие, которые будут происходить, они такого характера, огня много. И огонь, потому что и Юпитер там находится, сделают они красивое очень соединение. И Солнце здесь такое, знаете, как молодое, задорное, оно тебе дает вкус жизни, оно тебе дает радость к жизни. Оно тебя ничему не учит, оно тебя ни на что не подталкивает, оно тебя просто обогревает, укутает, освещает. Ты только сам выбери, что ты хочешь. У вас идет это по сектору финансов и по сектору партнерства. Те рыбки, кто еще не в паре, очень хорошо вам солнышко светит, очень хорошо вам солнышко дает подсказки, оно вас высветит вам туда, куда надо, и к тому человеку, кому надо. Очень красивые могут происходить у вас знакомства, очень приятные встречи происходить, и они будут происходить в душевной очень обстановке. Вот случайно, неожиданно, вдруг в такой какой-то, даже может быть домашней обстановке раздался звонок, или получили смс-ку, или просто вышли онлайн посмотреть что-то на YouTube, или посмотреть какой-то другой платформе, и ты встречаешь человека, которого ты давно из твоего поля зрения ушел. Ну, когда-то вы вместе учились, ну, когда-то вы вместе где-то работали. И у вас таким образом могут возникнуть очень приятные, нужные контакты.
это вы и по работе очень хорошо. Увидели кого-то, списались, созвонились, а человек может вам предложить какую-то работу. Или вы знаете, что это хороший специалист, вы кого-то специально хотите найти этого человека. Вы ему, с ним контактируете, и у вас возникают свои определенные отношения. И это, конечно же, Солнце с таким прекрасным, чудесным Юпитером в соединении по финансам. Что-то происходит очень приятное с финансами. Вы можете добиться надбавки к пенсии, вы можете добиться к себе пособия, выбить какое-то, вы можете скидку хорошую себе аргументировать, что вы, например, долго уже работаете или вы часто покупаете в этом магазине. То есть вы хорошие сделки идут. На продажу ставьте какую-то свою недвижимость. Покупайте. У вас хорошие продажи, хорошие покупки, финансы в хорошем, прекрасном, чудесном. И начинается так год у вас финансово успешным. Он и таким образом пройдет. Потому что все происходит у нас в Овне. И это полнолуние, новолуние, которое будет 20 числа в Овне. А это вот прям у вас по второму, по финансовому сектору. Это прям я вот прям... Давайте мне, жизнь кипит, я зарабатываю, интерес такой, и торговля хорошо идет, обмен хорошо идет, на что-то делается ставка на одно, прошло какое-то время, вы видите, тут уже скидка, вы сюда переключились, это продали, это сделали, ну какой-то такой оборот, хороший финансовый оборот. И партнерство, партнерство, партнерство. Дальше смотрите, что... Будет очень хороший аспект этого же Солнца 25 числа с Сатурном. Сатурн это находится у вас. И сделается красивый секстиль. А Сатурн это опыт. Вы сможете на этот аспект опытом своим. Самый лучший опыт это свой опыт. Вот ты прошел что-то. Это только этим ты опытом, сделая выводы, ты наполнился. Не чужой опыт какой-то. Ты не можешь его применить для себя, именно свой. И вот такой Сатурн, который находится у вас, он, делая секстиль с Солнцем, он вам на какой-то ваш опыт, на какие-то ваши знания, да, на что-то будет спрос. Может быть, захотите или пригласят вас где-то лекцию почитать, какой-то курс как провести, либо вы сами захотите поделиться своим опытом, либо вы поучиться у какого-то, тоже набравшись определенного опыта. И такой опыт, качество в нем есть. Дальше будет 6 числа будет полнолуние в знаке зодиака Весы. Это равновесие. Весы это тоже баланс. Они тоже с весами всегда прекрасно можно договориться, всегда пойдут на уступку. Вот с рыбой, с рыбкой тоже можно договориться. Не давить на рыбу, не заставлять, а договориться, давай договоримся. И это полнолуние, что-то, какой-то один процесс у вас закрывается, потому что полнолуние мы должны что-то закрыть. И открывается следующий процесс, о котором буду говорить в отдельном видео. Ну а 20 числа будет новолуние в знаке зодиака Овен. И это новолуние открывает коридор затмений, в который мы с вами попадаем. Тоже отдельно будем по этому аспекту делать буду видео. Дальше что смотрим? А мы смотрим, конечно же, Меркурий. Меркурий. Это мысли. Мы с вами это что? Это мысль. Проживаешь жизнь по своим мыслям. Как ты мыслишь? Если ты в негативе, в унынии, не знаю, не получится, я несчастлива, у меня... Ты так проживаешь мысль. Поэтому Меркурий это очень важно. Меркурий это голова, это мысли, которые мы с вами... И Меркурий будет находиться в знаке зодиака Телец. Он здесь такая энергия Меркурия очень вам знакома. Несмотря на то, что происходит это в земном знаке, но всегда тоже договориться, уступить, никаких конфликтов. Вот такой Меркурий, очень умиротворенный Меркурий. И сделает он, сейчас я смотрю, Меркурий будет у вас проходить по сектору своего ближнего окружения. Вам комфортно в своем ближнем окружении. Это родные, близкие,
где-то с кем-то примириться, где-то, да, извиниться, где-то понять вот ситуацию своей там сестры, брата, убрать все конфликты, наладить все отношения. Очень красиво сделает секстиль опять с Сатурном. Сатурн находится у вас. Ну, полнейшая гармония. Гармония здесь. Это такая, знаете, даже очень приятная неожиданность. Вы позвонили, допустим, какой-то затянувшийся конфликт, ну, с бывшим мужем вы не общались, и у вас общие дети, или у вас общие какие-то жизненные годы вас связывали, либо у вас затянувшийся конфликт был со своим ребенком, с родителем, и вы первые сделали шаг, позвонили, и вас очень ждали, вам очень откликнулись, либо вам позвонили, вы тоже этому рады. Но такая настолько приятная неожиданность может произойти. Вот по этим вот красивым секстиль с Сатурном. Сатурн находится у вас. То есть кто-то, это может быть, знаете, кто-то старший. Либо вы старший и к своему младшему обращаетесь, либо кто-то старший к вам обращается. Настолько выстраивается гармония перемирия, что вы даже можете очень приятно и неожиданно увидеться, собраться. А вы не виделись уже, может быть, много лет. А тут окажетесь за одним столом, такое перемирие может произойти. А точно так же Меркурий сделает очень красивых 2 секстиля с Марсом. Марс находится в знаке зодиака Рак, тоже в водном знаке, и там энергия очень осознанная, и она не такая активная. А здесь она сделает 2 секстиля с Меркурием, то есть у вас энергии будет достаточно для вот этой коммуникации. Ее больше будет не на физическом уровне, а эту энергию всю пустите вот на коммуникацию. С кем-то общаться, приятные встречи, приятные разговоры, обмен информацией. Вы в поиск, вы нашли кого-то. Люди, которые с вами потерялись, потеряна была связь, вы никак не могли восстановить, и это может быть было. И даже не по вашей вине, а может быть и по вашей вине. Вы как-то вот так себя определенным образом провели, но прошли годы, вам встречается вот именно на коммуникацию очень много энергии, достаточно такой здоровой, хорошей, интересной, неожиданной, приятной энергии. По Меркурию. Дальше что мы с вами смотрим? Конечно же, смотрим с вами по Венере. Венера смотрим. Венера находится в Близнецах. С 11 апреля Венера до 11 находится в Тельце, после 11 находится в знаке зодиака Близнецы. И там Венера очень красивая. Очень привлекательная Венера, которая флиртует, общается, знакомится, разговаривает. Венера имеет шарм, она не вульгарна, но на нее спрос, она красива, сексуальна. Вот такая чудесная Венера у вас появляется в секторе. Дома будете просто дома сидеть, находиться. Но да, я захочу дома, уборку делаю, но я сама чистенькая, я сама красивая. И делаю дома перестановку, уборку, что-то хочется. Где-то может быть маленький косметический ремонт, где-то может быть перестановку какую-то, цветы поставить. Эстетика появляется. Много такой эстетики, чтобы глазу было приятно, чтобы настроение себе сделать. И делает красивый, смотрите, секстиль с Нептуном. Нептун находится у вас. Да, захочется, а кто-то и не просто захочется, кто-то музыку какую-то так вот изложит, прям какую-то напишет. Сама музыка в голове будет какая-то, созреет такая музыка, и ты являешься ее автором. А кто-то захочет стихи написать, кто-то картину, кто-то что-то руками такое из глины сделать. Столько творчества открывается вот на этот аспект. Ну, конечно, Венера вас будет очень радовать. И причем сделает большой комфорт и уют в том месте, где вы находитесь, там, где вы проживаете. И большие могут изменения внешнего вида. Да, захочется, может быть, подстричься, может быть, перекраситься, захочется яркие тона, яркие краски. Кто-то помада яркая, кто-то захочет лак сделать яркий, кто-то сумку себе захочет красивую, яркую. Она может быть желтая, она может быть оранжевая, может быть красная. Но в таком транзите Венеры много сексуальности, но не вульгарности. Прям расцветает и мужчина, и женская, и мужская энергия на очень хорошем повышенном
на пике, тем более у вас совсем недавно был транзит Венеры, а она тут в экзальтации. В Близнецах тоже Венера в очень красивом положении. Дальше смотрите. 14 числа Венера сделает квадратуру к вашему Сатурну. Сатурн находится у вас. Делает квадратуру, выстраивает маленький какой-то конфликт. Выстраивает какое-то напряженное такое между планетами. О чем это говорит? Это вполне может быть, что если вы хотите в апреле месяце прибегнуть к каким-то таким более, по Сатурну, более таким, так скажем, косметическим процедурам, но такого характера, как уколы или какая-то маленькая, может быть, что-то, кто-то брови откорректировать, кто-то то, что применяется такое колюще, тонкое предметы на лице, или это может быть связано что-то, знаете, с телом ты хочешь, кто-то татуировку может хочет сделать. Вот здесь вот такая квадратура именно на эстетике отражается, поэтому может быть квадратура расходящаяся, короткая. Поэтому может быть вот с 14 числа, и я думаю где-то числа до 20, наверное, 2, потому что здесь и Лилит еще подключается, поэтому лучше ничего не делать таких хирургических. И это вполне даже может быть с костью связано, может быть кто-то с зубами, все, что связано с костью. Может быть как-то осторожней в этот период находиться, обувь поудобнее одевать, где-то может быть еще и не так в каких-то регионах, где-то может быть не так все гладко, ровно, асфальт, дорожки, то есть немножечко такое внимание на это сделать. Дома даже вот по ступенькам спускаешься или по ступенькам поднимаешься, осторожней обратить на это внимание, потому что здесь выстраивается квадратура, еще плюс подключается Лилит. То есть эстетически порезаться можешь как-то вот наткнуться, можешь удариться, синяк, а этот синяк может быть на таком месте, где на руке открытом, или вот ударился, или обо что-то как ударился, у тебя на лице появился синяк. То есть аккуратненько, осторожно, оно чуть-чуть касается вот именно эстетики. Дальше что мы смотрим? А мы смотрим с вами, Лилит, это фиктивная точка на небе, она не очень уверена в этом месяце, поэтому разбушевалась. Рыбки способны подцепиться на эти энергии Лилит. Каким образом? Трогательно, переживаю, обидно стало, наговорили, неправду сказали, а я такое не делала, это не моя ошибка в отчете, в документах, и так обидно, неприятно, через неделю выяснилось, да, это не вы, а вы это вот эмоционально уже прожили, а вот вы уже, но всегда прислушивайтесь к своей интуиции. Если вы говорите, что это не я, это не мое, оно и не должно вас касаться. Оно не должно эту вот тревогу приносить, это разочарование, это уныние, это обиду. Если вы чувствуете, что это неправда, или вы чувствуете, сомневаетесь, я проверю. Потом я буду что-то как-то реагировать, чтобы вы на нее, на эту Лилит не подцепились, потому что она любит к рыбкам привязываться, эта Лилит. Вот она сделает квадратуру по Меркурию и сделает квадратуру с Венерой. Но еще раз говорю, всегда включайте свою интуицию. Вот все говорят, что это черное, а вот вы говорите, это не черное, это серое. И все, доверяйте только себе. Все говорят, ой, надо обязательно сделать прививку, потому что будет очень сильная аллергия. Вот в ту страну едем отдыхать, там будет аллергия сильная, надо сделать. А вот вы себе чувствуете, нет, у меня как-то вот чувствуете вы, что вы не следуете тому
той толпе, которая идет, у вас очень всегда сильная интуиция. Ну и очень приятная такая неожиданность может быть это в самом конце месяца. Прям приятная неожиданность, когда Марс сделает секстиль с Ураном. Марс находится в Раке, Уран находится в Тельце. Для вас это радостное известие, которое вы получите. Кто-то долгожданно может узнать, что вы стали мамой. Вы будете мамой, или вы будете папой, вы будете родителями. Кто-то узнает, что вы бабушкой, дедушкой будете. Кто-то очень приятное, неожиданное известие. Человек, с которым у вас разошлись, вы давно не виделись, не знали, никак не могли, ваши пути разошлись, не могли встретиться. Что-то, какое-то известие от человека. Кто-то узнает, что у него неожиданность, приятная неожиданность, будет пополнение, это и животное может появиться у вас. Это пополнение может быть, приезжают к вам гости, родители, наконец-то получили визу, наконец-то получили разрешение, вы можете вместе увидеться, вместе встретиться, но ждите в конце месяца приятная неожиданность, которая такую радость вам сделает, такое удовольствие, которое вы прям давно вот такой вкус появится, желание жизни, желание прям увидеться, пообщаться. Очень приятная, хорошая неожиданность, которую сделает вам этот секстиль между Марсом и Ураном. Неожиданно для вас. Письмо какой-то, ответ можете очень хороший получить. То вы когда-то подавали где-то, куда-то запрос делали. Это и в банк, банковское может быть, это может быть на учебу, это может быть на командировка, которая так вам выручит вас. Вот откуда-то вырветесь, уедете и скажете, так вовремя меня эта командировка спасет от какой-то ситуации. Так что ждите приятную неожиданность в апреле месяце. Ну что, мои хорошие, счастья, счастья, счастья. Жду от вас счастливые лайки. Напоминаю вам, рыбки, просто напоминаю, может быть, вы забываете. Обнимаю вас. И, конечно же, люблю.